Арт-стиль Калин. Это то, как выглядит депрессия. Будьте благодарны, моя школа использует AI. То есть вы его ненавидите, потому что люди слишком талантливы? Reaching to the choir. Can I get the mic a little higher? Give me your desire. Привет, я Мила. Сегодня мне пришло в голову поговорить на тему арт-стилей, и не просто арт-стилей, я хочу узнать, какие из них бесят арт-сообщество и почему. На фоне SpeedPaint с одним из фреймов к третьей полоске моего вебтуна, она, кстати, уже загружена в телегу, приходите взглянуть, если интересно, ссылка будет в закрепе. Кроме комикса я там публикую и другие свои работы, полноценные скетчи, сценарные черновики и так далее. И первый на очереди это желейный арт-стиль. Дальше я буду вставлять временами комментарии для тех, кому интересно самому наглядно увидеть мысли людей, но если вы чем-то заняты, то не переживайте, я их озвучу. Итак, будем разбираться, что это за стиль и почему он не нравится людям. FBI. Я нашла в ТикТок вот такого милого Наполеона. Я как-то сама не слишком обращала внимание на этот стиль до сегодняшнего ролика и почему-то была уверена, что люди в нем делают всем своим персонажам маленькие клыки. Типа рисуют маленьких монстриков. А теперь до меня дошло, что это был пирсинг-симметрия. А не нравится людям вот что: сияющие носы и одинаковость. Хотя я не знаю, что именно в этом может раздражать, это же просто утрированные черты и блики. А-ля те блики, которые есть на желе. Иначе стиль бы и не назывался так, это же буквально его фишка, разве нет? Следующий комментарий. Мне нравится, но это так заезжено, почему люди просто не делают свой собственный стиль? Возможно, потому что, чтобы придумать что-то свое, нужно сначала научиться чему-то, что уже существует. Либо, если есть уже то, что откликается в душе, то зачем вообще что-то изобретать? Я, например, не гонюсь за уникальностью. Моя единственная цель с самого начала, когда я села за свой первый планшет, научиться рисовать так, чтобы это выглядело по-настоящему. Не в плане реализма, а в плане света, пластики и так далее. Вот туда я и стремлюсь до сих пор, но точно не в изобретение собственного уникального стиля. Я слишком непостоянна в своих рисовательных вкусах, чтобы ограничивать себя чем-то одним. Я понимаю, что стиль выдержанный, но я никогда не видела, чтобы в нем рисовали в полный рост только крупные планы лица. Это, кстати, крутое наблюдение, на мой взгляд, потому что мне даже в голову такое не приходило. Реально, почему? Кто-то в курсе вообще этой особенности? С чем это может быть связано, кроме как человек просто недавно начал рисовать и пока еще не заинтересовался другими частями тела? Мне кажется, что это желание у некоторых из нас приходит со временем, типа сначала хочется идеально рисовать портреты, потом добавляются руки и так постепенно. Я объясняю это страхом неудачи и зря потраченным временем, если не выйдет. Хотя сама я рисовала людей в полный рост с самого начала. Выходила, конечно, всрато, но я каждый раз думала о том, что дальше будет лучше. Как я уже когда-то говорила, я вообще не привязываюсь к своим рисункам. Меня волнует только текущий, а после окончания с катертью дорога. Он милый, вы просто связываете этот стиль с проблемным человеком, который его использовал. Вот тут, возможно, мы добрались до корня всего зла. Хотя я видела, что многие комментаторы писали, что им не нравился этот стиль еще до того самого скандала. Хотя я точно не помню, что конкретно тогда было, но кажется, одна довольно известная художница, не буду называть ее ник, обвиняла другую, что та украла ее стиль, хотя они обе просто рисовали вот таких вот желейных персонажиков. И вот будто бы после этого скандала пострадала не только репутация художницы-обвинительницы, но и всего стиля в целом. Следующий у нас на очереди гиперреализм. Внезапно, да? Но тут, по правде говоря, нелюбителей этого стиля, которых очень много, похоже, тоже недолюбливают. Что касается меня самой, признаю, что люди мастерски могут копировать текстуры, при этом не разрушать форму объекта, следить за тоном, а также иметь просто ангельское терпение и выдержку. Но сохраняла ли я когда-нибудь такой вид арта? Нет. Разве что Елена Саи. Она вроде как рисует в гиперреализме или близком стиле к гиперреализму, но нравились мне ее работы именно за ее собственное мрачное такое видение. Но что там у нас с претензиями? То есть вы его ненавидите, потому что люди слишком талантливы?
Оу, так грубо. Звучит как обвинение в зависти. А почему человеку просто не может не нравиться какой-то стиль, без каких-либо негативных чувств к художникам, которые в нем рисуют? Не знаю. Оставим эти вопросы без ответов. Блин, ну я понимаю, я иногда тоже рисую в гиперреализме, но стараюсь добавлять что-то, чтобы сделать его интереснее, символизм и все такое. Ну вот, тут человек говорит именно про какие-то нюансы, которые добавляет от себя, чтобы картина казалась не просто копией. Yoo-hoo, anybody home? Big bad vampire, how there? Мне кажется, что многие, кто сказал, что им не нравится гиперреализм, имели в виду не технику исполнения, а именно отсутствие самого художника в картине, его видения. Греческие статуи стремились к идеалу, как и гиперреалистичные рисунки. Значит, вы тоже считаете, что эти статуи плохие? По правде говоря, я вообще не согласна с этим комментарием, потому что я не вижу в греческих статуях гиперреализма. Реализм, да, но сверх него не думаю. Можно ли вообще в камне вырезать каждый волосок и продолбить, не знаю, миллиарды пор? Очень сомневаюсь. На статуях преобладает форма, а не текстура. Гиперреализм сам по себе не придает рисунку смысла. Это просто то, что может сделать камера. Ну, смотря какую задачу ставит художник, на мой взгляд. Если передать какой-то смысл, то, вероятно, да. Сначала для этого стоит самому что-то сфотографировать, чтобы этот смысл был твоим. А если человек просто кайфует от процесса, то зачем ему передавать смысл? Мне вообще непонятно вот эти вот все, зачем твой арт, если есть камера, зачем твой арт, если есть принтер. Может, потому что арт делает счастливым самого художника? Лично я считаю гиперреализм довольно легким, как и портреты. Просто очень скучным. Но гиперреализм без референса – это уже совсем другое дело. Довольно спорный комментарий, да? Но по большей степени я все-таки с ним согласна. Конечно, можно возмутиться и сказать, да в смысле легким, сама-то рисовала пух на лице. У вас такі очі добрі, дайте я потрогаю. А? Ні? Тоді волосинку. Хоп! На память. Нет, не рисовала. Я слишком жадная к своему времени, но я действительно считаю, что любой художник может натренироваться рисовать в гиперреализме. Нужно много усидчивости и стадиков. Просто в какой-то момент многие художники, не все, но многие художники понимают, что им хочется уже придумать что-то свое, даже если изначально тоже восхищались этим стилем. Но кто-то, разумеется, остается, что тоже нормально, всем нам приносят удовольствие разные вещи. Третий у нас модерн. Про него особо ничего люди не говорят, но часто упоминают, так что мне показалось, что не включать его нельзя, даже несмотря на то, что объяснений никто не дает. Можете написать свои причины, если вы тоже в числе нелюбителей модерна. Далее корпоративный Мемфис. Минимализм в рекламе. Тут, наверное, я объединю комментарии, потому что они просто дополняют друг друга, а не отличаются. Итак, корпоративный Мемфис настолько заезжен, что реально ощущается как что-то корпоративное. Мне нравится этот стиль, но у меня буквально реакция «бей или беги», когда я его вижу из-за компаний. Он был бы милым, если бы это не был бы корпоративный Мемфис. У корпоративного Мемфиса есть потенциал быть милым и веселым, но потом крупные бренды его подхватили и сделали скучным. В общем, корпоративный стиль обвиняют в корпоративности. Не знаю, я не стояла у истоков этого стиля, поэтому не могу сказать, был ли он когда-то более интересным, прежде чем в него вонзили свои когти корпорации, но думаю, что он вполне выполняет те функции, которые должен. Просто и понятно все. Для рекламы, для каких-то небольших баннеров или иконок. Да, вероятно, он стал очень популярен как раз из-за своей удобности и распространился всюду, но что поделать. Хотя мне кажется, что сейчас я его уже гораздо реже вижу. Уходит в андеграунд, как когда-то модерн современный стал совсем несовременный. И напоследок про Мемфис. Корпоративный Мемфис – это то, как выглядит депрессия. Не знаю, что это значит, но мне понравилось сравнение не в плохом смысле, как оскорбление, а наоборот в метафорическом. Люблю такое.
что депрессия выглядит снаружи как яркие цвета и позитив, а на деле за этим скрывается боль, дождь, мрак, и обязательно идите к врачу, если это чувствуете. Я на таких сравнениях ловлю идеи для работ, но если вам херово по-настоящему, то не копошитесь в этом состоянии, просите о помощи. Следующий у нас безликий арт. Но я заметила, что его часто приравнивают к корпоративному Мемфису, вероятно, потому что они выполняют рекламные задачи, так что обвинения к нему примерно такие же, плюс обводка и отсутствие лиц. Неожиданно, да? Кто бы мог подумать, что в стиле с названием «Безликий» не будет лица. А насчет обводки, я не эксперт в этом стиле и не знаю, как делают такие картинки, но что-то мне подсказывает, что их делают дизайнеры в векторе, и главной задачей там является минимализм в линиях. Но я не отрицаю, что часто могут и фотки просто обводиться по контуру, а не форме, поэтому выглядят некоторые экземпляры довольно странно. Следующий стиль этот. У него названия как такового я не нашла, в комментариях его назвали The School's Favorite Art Style. Если дословно, то любимый стиль школы, но я бы назвала это типичный школьный стиль. Я не хотела его включать сначала, но количество лайков не оставило выбора. Оказалось, весь мир объединяет нелюбовь к этому стилю, потому что у всех были учебники с похожими картинками. What? You don't recognize me? Если у вас тоже, то рассказывайте, по каким предметам. И комментарии. Не стала добавлять много, потому что они все довольно одинаковые, так что только парочка. Боже, помню, когда я был в 3 классе, это было на наших тетрадях. Школа раздавала бесплатные тетради, и у всех были одинаковые. И напоследок забавный. Будьте благодарны, моя школа использует AI. Да уж действительно. AI научила ценить то, что мы обесценивали. Сейчас хочется хвалить и благодарить художников, писателей и музыкантов за каждый чих, что был исполнен самостоятельно. Еще называют среди нелюбимых стилей chicken scratching, куриные каракули. Но я не нашла комментариев, кто открыто бы писал «я не люблю куриные каракули». Мне встречались лишь такие формулировки, как «куриные каракули». Почему люди ненавидят этот стиль? Мне он кажется красивым. Вообще я не думаю, что это какой-то стиль, это скорее этап жизни художника-новичка. Так что если кто-то действительно хейтит людей за него, то это очень странно. Невозможно прийти в рисование и с разбегу овладеть сочной линией, все равно, что ругать маленького человека, который падает на задницу, когда учится ходить. Но в одном большинство художников все же сошлось во мнении: AI не стиль. Что приятно и очень радует, потому что я тоже не хочу этот шлак ставить в один ряд с работами художников. И вот несколько комментариев. AI-арт – это даже не искусство, это просто картинки, сгенерированные машиной. AI-арт – это не искусство, и нет, это не то же самое, что цифровое искусство. Цифровое искусство все равно создается людьми с помощью цифровых инструментов, а AI – это просто программа, которая ворует из работ, которые художники загрузили в интернет. Вот как-то так, продолжаем поддерживать друг друга. И напоследок кто-то упомянул арт-стиль Колин. Это тоже довольно известная художница, которая попала в скандал какое-то время назад, год, 2, не помню. Тогда на ютубе огромная волна негатива на нее обрушилась, и отписки летели огромными количествами. Эта художница занималась типа апгрейдом артов подписчиков в своей манере, которая не всем заходила, но тем не менее люди воспринимали ее положительно до одного момента, пока она не решила исправить работу с чернокожей девушкой, приправив все это едкими замечаниями в своем духе. Я не буду давать ей оценку, ссылаясь на какую-то объективность и особенную подачу. Я в принципе не люблю едкую подачу с подколами новичков, так что я была удивлена, что люди вообще так долго были настроены дружелюбно. Прошла вот уже куча времени с тех пор, а я до сих пор помню один комментарий под тем роликом, где парень написал, что он очень любил эту художницу, и ему было больно слышать, что такая форма лица неправильная, некрасивая, и вообще ее не существует. Хотя он сам чернокожий парень и имеет именно такое строение лица. Не знаю, очень обидно было за него, что ему пришлось пережить такое разочарование, а возможно и воспринималось это эмоционально вообще как предательство. Потом, разумеется, люди пошли записывать мемы на тему этого скандала, стиля художницы, ее подачи, манеры говорить и так далее. Кстати, вот реальная женщина с похожим типом лица, это модель Алиан Увимана.
Так что, на мой взгляд, нужно очень осторожно раздавать анатомические советы, особенно когда есть какая-то специфическая подача, и неважно, на чем она строится, на личности человека или на его образе в интернете. И вот, наверное, я буду заканчивать, но у меня есть еще вот такое предложение. Если вам интересно также послушать про стили, которые нравятся людям, то у меня есть и для этого материал. Так что если вы были бы не против услышать продолжение, то можете черкнуть пару строк в комментарии для поддержки или чтобы высказать свое мнение по нашей теме. Про Осов ролик второй тоже будет, вероятно, запишу его следующим. Вот так. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось, подписывайтесь на канал и не забывайте отдыхать и хорошо питаться. И пусть ваш стиль покорит мир. Па-па. Ela vira mortal, ela vira mortal, ela vira mortal, vira mortal. Ela vira mortal,